Друзья, приветствую вас на своем канале Хельга Вайт «Живем Словения». Сегодня я вас приглашаю на прогулку по пути товарищества. В годы Второй мировой войны Любляна была оккупирована немецкими нацистами и итальянскими фашистами по периметру. И по периметру Любляны была протянута колючая проволока. Сейчас в память о сопротивлении фашизму, там, где раньше проходила колючая проволока, проложен маршрут, который называется «Под-Обжицы», что в переводе дословно означает «путь вдоль колючей проволоки». Любляна была оккупирована с февраля 1942 года по май 1945 года. И выехать за пределы Любляны можно было только по специальному военному разрешению через контрольно-пропускные пункты. Но партизаны знали потайные пути, и через них проводили тяжело раненых, больных, могли поставлять необходимые продукты или медикаменты. Сам путь вокруг Любляны около 35 километров. Но, конечно же, я не смогу пройти такое большое расстояние. Обычно перед праздником Победы по четвергам организуют походы для детей, которые ходят в детские сады. Мой сын Александр в четверг ходил по этому пути, конечно, не по всему пути, но по маленькому участку этого пути они прошли со своей группой. В пятницу организуют походы по этому маршруту для школьников. То есть детям уже со школы, из детского сада объясняют, что это за путь, чему он посвящен, что здесь было. Раньше Любляна была оккупирована по своему периметру. Но сейчас, естественно, Любляна стала больше, она разрослась, и этот путь в большинстве своем проходит через саму Любляну. Можно идти в составе какой-то группы или можно пойти самому. Спортсмены устраивают марафоны по этому пути. Вдоль этого пути встречаются памятные камни, а там, где раньше проходили контрольно-пропускные пункты, там установлены памятники. Перед началом пути вы можете получить вот такую вот книжку. Здесь есть карта, где обозначено, как проходит этот путь, и обозначены точки, где когда-то были контрольно-пропускные пути. На этих точках можно получить штамп. Если вы пройдете весь путь за один день и получите все штампы, то вы получите бронзовую медаль. Если вы пройдете этот путь в течение 5 лет, то можно получить серебряную. Ну а если человек прошел полностью путь каждые 10 лет, то получает золотую медаль. Но мы, конечно же, весь путь даже не будем пытаться пройти. У нас нету такой спортивной подготовки, чтобы пройти 35 километров за один день. Причем нужно пройти с 6 утра до 5 вечера. Поэтому мы пройдем какой-то небольшой отрезок пути, и я вам покажу, как это выглядит. По всему маршруту стоят вот такие указатели, которые вам показывают, что вот здесь проходит под. Под – это путь по-русски. Вот здесь отправная точка нашего района. Здесь можно получить книжечки и отправиться в путь. Тот, кто уже проделал путь, тот уже подходит и ставит определенный штамп. То есть мы идем как раз по пути, по которому была когда-то Любляна оккупирована.
То есть мы сейчас пройдем путь и увидим своими глазами, где была окраина Любляны. Но, конечно же, сейчас это вообще абсолютно никакая не окраина. Здесь очень много жилых домов, районов, школ, садов, магазинов. Но раньше это считалось, ну не считалось, а была самая-самая окраина города. По пути мы встречаем таблички, значит, мы идем в правильном направлении и встречаем людей. Живем. Вот. Люди начинают свой путь из разных точек этого пути, и поэтому все движутся в разных направлениях. Посмотрите, по пути мы встречаем рощу, да, вот роща, по-словенски называется древоред. Высадили по пути, где раньше была оккупация Любляны, высадили 88 деревьев в честь товарища Тито, который участвовал, соответственно, в освобождении Любляны. Смотрите, какие уже высокие деревья. Тито дожил до 88 лет. И в честь него было высажено по пути оккупации 88 деревьев. И вот видите, всех людей, которых мы встречаем, они сегодня вышли специально пройти по этому пути. Некоторые идут в одну сторону, некоторые возвращаются в другую сторону. Смотрите, какой красивый древоред. Древоред, я даже не знаю, как на русский перевести, наверное, не знаю, роща, скорее всего. Вот такая большая роща выросла за все эти годы. Такие красивые. Аллея, точно, аллея. Все, движемся по правильному пути, встречаем указатели, прошли аллею в честь товарища Тита. Но на самом деле эта аллея очень большая, 88 деревьев. Ее так быстро тоже не пройти. На пути, посмотрите, встречаются вот такие палатки вот с такими красивыми девушками. И здесь можно бесплатно получить напиток всем участникам маршрута. Живімо тут у Любляні, ми з Русі. Я вже 4 літа тут живемо. Ага. О, ні. Хвала лепа. Лепдан. До свидания. А еще встречаются вот такие указатели на асфальте. И по всему маршруту можно встретить вот такие, ну даже не такие, они разные, можно встретить бункеры. То есть вокруг оккупированной Любляны, помимо колючей проволоки, еще было установлено 209 штук различных бункеров. И вот мы встретили один из них. Смотрите, как он выглядит. Давайте обойдем с другой стороны. И с другой стороны тоже посмотрим. Ага, смотрите, как интересно выглядит. И вот здесь карта. Как раз вот этот путь, который мы проходим, путь памяти и товарищества. Обозначен сам путь, где, видите, красными линиями обозначено, где проходила колючая проволока, где по колючей проволоке была оккупирована Любляна. Сначала итальянскими фашистами и в дальнейшем немецкими нацистами. И вот, посмотрите, сохранился бункер. Бункер. То есть
Сейчас это, конечно, черта городская, но раньше это как раз уже начинался загород. И вот посмотрите, как выглядит бункер. То есть бункеры сохранены как память, как история города. Ну а сейчас вот с другой стороны, посмотрите, это абсолютно городская черта. Дальше идет продолжение города. А в годы Второй мировой войны здесь город заканчивался. И там уже был загород. Людей очень много, и мы не можем заблудиться. Во-первых, везде вот такие указатели, а во-вторых, мы идем все вместе. Мне нравится реакция людей, никто не закрывается от камеры, многие даже хотят попасть в объектив. Обстановка очень дружелюбная. Показываю вам путь, по которому мы идем. Посмотрите, какой он красивый. Очень много людей, которые хотят его пройти. Много пожилых и молодых. Люди идут целыми семьями, с детьми. Погода сегодня пасмурная, немножко дождливая, но все равно тепло. Плюс 17. Дошли мы до Касезы, Касежский байер. Сегодня, кстати, суббота, и работает рынок овощной. Вот, кстати, указано, что мы идем правильно. Стенд показывает, что здесь проходит наш путь. Другие люди сидят, отдыхают в кафе, пьют кофе. Сейчас сезон глицинии. Посмотрите, как красиво она цветет, свисая с балконов. Есть такая сиреневая, а есть такая белая. Очень красиво. К празднику Победы вывешивают государственные флаги. Дошли мы по маршруту до района Касезы. Посмотрите, какой красивый район. Зеленый, красивый район. Считается очень хорошим районом Любляны. Хотя, как по мне, все районы в Любляне, все хорошие. Но этот, правда, мне тоже очень нравится. Смотрите, какие симпатичные разноцветные домики. А мы уже подходим к озеру, которое находится в районе Касезы. Касежское озеро. Путь пролегает мимо озера. Озеро очень многолюдно. Покажу сейчас вам, как оно выглядит. Вот здесь вот нам должны поставить штамп.
Здесь находится очередная точка, где можно получить штамп. Ого! Добър дан! А легко добим штампильку? А если учебник хватит, то остатным то все подряд такой. Мы получили свой первый штамп. Моя подруга Елена тоже получает свой штампик. Это вторая контрольная точка. Шишка. Здесь еще по пути можно купить спортивные ботинки. На пути встречаем вот такой мост. Это тоже часть нашего маршрута. Смотрите, какой интересный, красивый мост. Еще ни разу, правда, не встретили куски колючей проволоки. Я читала, что в некоторых местах можно увидеть в память оставленные куски колючей проволоки. Как красиво. И вот такой вот мост деревянный. Смотрите, какой красивый козолец. Здесь сушат траву на них скошенную. Это неотъемлемая часть славянского пейзажа. Мне они очень нравятся. Смотрите, это такой камень, а вокруг камня нарисована колючая проволока. Видите, в память о том, что здесь проходила граница оккупации. То есть вот мы сейчас вышли на тот участок пути, где действительно уже как бы край Любляны. Весь путь пролегает не только по Любляне, но также и по краю города. Каждую субботу идет проверка сирены. По всему маршруту установлено 100 с лишним таких камней. На пути мы встречаем людей, которые поют патриотические песни. Надеюсь, мне удастся подойти поближе и показать вам, и чтобы вы смогли услышать.
Ага, они не только пели патриотические песни, но здесь еще и такой мини-пикник. И вот такой вот флаг. Друзья, наш путь сегодня подошел к концу. Находимся мы в центре города на Конгрессном Тыргу. Прошли мы путь вдоль колючей проволоки. Мы прошли 11 километров. Хотя весь путь, как я вам говорила, составляет 35 километров. Но нам удалось пройти всего лишь 11. И получили мы всего лишь 1 штамп. Может быть, подготовимся лучше и в следующем году пройдем весь путь 35 километров. Друзья, если вам было интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!